Наша сегодняшняя тема – протесты мобилизованных и членов их семей, а точнее совершенно неадекватная и иррациональная реакция на эти протесты существенной доли оппонентов режима Владимира Путина. Настолько изумительно контрпродуктивная реакция, что прям имеет смысл ее разобрать. Потому что картина, откровенно говоря, выглядит сюрреалистично. Государство вдруг загоняет в политическую активность тысячи людей, а следом будут десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы. С каждой волной мобилизации доля общества, которое имеет претензии к государству, будет быстро нарастать. Но те самые люди, которые столько лет пытались донести свои взгляды до максимально широкой аудитории, не просто в зубы этому дареному Путиным коню заглядывают, но гонят его палкой прочь. Вместо того, чтобы бежать на перегонки с целью объяснить новым людям, что происходит, политики и активисты начинают какой-то кастинг сторонников. Те нам не те, эти не те. Эти пришли не с той мотивацией, те не то писали в 2005 году. Многие буквально перепутали спрос и предложение. Не нравятся нам эти покупатели нашей повестки, несите новых. Давайте об этом сегодня подробно поговорим, потому что отталкивание новых сторонников может очень негативно сказаться как на будущем нашей страны, так и, что важнее даже сейчас, на скорости изменений в России. А от скорости изменений в России напрямую зависит, когда закончится война, когда перестанут гибнуть люди, украинцы и россияне. Было одно совершенно общее место в публичном поле в момент объявления мобилизации. Сводилось оно к тому, что мобилизация переворачивает отношения режима с обществом с ног на голову. Режим в России весь построен на пассивности, на демобилизации. 20 лет потрачено на то, чтобы усадить всю страну на диван перед телевизором, чтобы убедить граждан. Граждане, от вас ничего не зависит. Все происходящее – это личное дело начальства, которое с вас ничего не требует, но и от вас вопросов не ждет. Режим очень подозрительно и крайне негативно относился к любой самостоятельной активности безотносительно ее знака. И к инициативному лоялизму относился не лучше, чем к оппозиции. Вы обращали, например, внимание, как организованы все провластные митинги? На них всегда свозят массовку автобусами. Хотя, казалось бы, уж в 15-миллионной Москве точно найдется сотни тысяч человек, желающих посмотреть на живого говорящего Путина и посидеть на бесплатном концерте кремлевских агитбригад под предводительством Газманова. Наверное, найдется. Но просто не нужно этого. Проявление народной любви и единения с вождем должны быть организованы государством, по государственным спискам и на государственных автобусах. А то мало ли кто там самостоятельно заявится. Может, он любит Путина не так, как тот того заслуживает. Не вмешивайтесь в наши дела, и мы не будем трогать вас. Таков очевидный социальный контракт, действовавший более 20 лет. Твоя, дорогой гражданин, хата с краю. Эти слова должны были быть первой строчкой государственного путинского гимна. Это невероятно эффективная стратегия. Она всегда давала любому гражданину тот выход, который для человека комфортнее всего. Ничего не делать. Не принимать решений. Можно в ответ на коррупцию, несправедливость, преступление власти идти на площадь, где тебя гарантированно ждут дубинки Росгвардии. А можно остаться дома, и жизнь твоя заметно не изменится. Она будет становиться хуже, дороже, бесправней, но этот процесс очень сильно растянут во времени, а дубинкой получишь сразу. Это невероятно развращающая схема. Это выбор, к которому очень легко привыкнуть. И люди привыкали. Тем более, когда ты имеешь дело с обществом, пережившим 70 лет тоталитаризма, где умение не высовываться, отмалчиваться, не вызывать на себя гнев государства было просто фактором выживания. И тут впервые за 22 путинских года государство не просто пришло в жизнь гражданина, оно в эту жизнь вломилось. Причем вломилось только 21 сентября. Ведь в феврале война начиналась вполне привычно для нашего режима. Что такое специальная военная операция? Это сообщение гражданам. Вас эта штука никак не касается. Специальные люди за специальные деньги где-то очень далеко будут делать специальные дела, а вы устраиваетесь поудобнее у голубых экранов. Мы вам покажем реалити-шоу. На что была наша надежда с самого начала мобилизации? На то, что такой радикальный пересмотр общественного договора,
настолько радикальное вмешательство в частную жизнь, буквально приход войны в каждый дом, не пройдет для режима бесследно. Потому что у граждан забрали опцию отсидеться и ничего не делать. Граждан просто силком подняли с дивана и заставили интересоваться происходящими событиями. Гуглить, смотреть, читать в поисках ответов на крайне насущные вопросы. Гражданам не оставили выбора между протестом и неучастием. Им оставили выбор между протестом и отправкой на войну. В последний месяц начинает происходить ровно то, на что мы все рассчитывали. Максимально далекие от политики люди, обнаружив повестку в своем ящике с перспективой для себя или своих близких попасть на фронт без оружия и теплых вещей, начинают интересоваться, как вообще это получилось. Более того, они начинают протестовать. И как же реагируют люди, которые ждали ровно этого еще пару месяцев назад? Многие из тех, кто предсказывал, что мобилизация вызовет недовольство. Они сейчас мобилизационный протест увлеченно критикуют. Дескать, неправильно это протест. Он не антивоенный, не антипутинский. Эти люди за войну. Им просто не хочется идти туда с голой задницей. Они бы с радостью воевали за Путина, если бы было чем и в чем. Это какая-то совершенно потрясающая политическая близорукость. Когда люди в упор смотрят на самое глобальное изменение в российском обществе уж с 91 года точно, но не хотят его видеть. Да, нет вопросов. Люди, впервые отвлекшиеся от чтения рецептов во ВКонтакте и обнаружившие себя в каком-то государстве с какой-то политикой, которая вот прямо сейчас хочет забрать их жизнь, ведут себя в высшей степени наивно. С точки зрения человека, который читает «Медиазону», слушает Шульман, смотрит мой канал и знает все расследования Навального, их вопросы и требования выглядят инфантильно и нелепо. Точно так же инфантильно и нелепо, как выглядит любой человек, погрузившийся в принципиально новую сферу, по мнению тех, кто в ней варится годами. Но на самом деле нелепо в этой ситуации выглядит не новичок. Нелепо в этой ситуации выглядят те, кто требует от него пройти тот путь гражданского взросления, на который у нас ушли долгие годы, за несколько дней. Вообще смотреть на людей свысока – это крайне вредная практика, которая точно никому не прибавляет сторонников. Может быть, пока мы с вами тут избирательные кампании вели и в политике разбирались, новый человек, заинтересовавшийся политикой только сейчас, хирургом в больнице работал, операции проводил, учился долгие годы и самосовершенствовался в этой профессии. И если бы у нас с вами, с нашими глубокими политическими знаниями и пониманием реальности, аппендицит случился, или если бы мы в аварию попали, он бы нас по кусочкам собрал или аппендицит бы вырезал. Не было у него на политику времени. Не смогли мы, политики, убедить его заинтересоваться. Он занимался хирургией и своей семьей. А сейчас вот пришел. И что же нужно, над ним смеяться, раз он не очень понимает, что вокруг происходит, и с нашей точки зрения наивно себя ведет? Так не работает ни в каких человеческих сообществах, и уж тем более в политике. Нигде не смеются над новичками, решившими присоединиться. Не надо самообманываться мыслью, что причины недовольства, по которым люди сейчас начинают протестовать, и те требования, которые они формально выдвигают, мобилизованные их родные на протестах, это одно и то же. Нет, причины и требования по-разному совершенно работают. Надо вспомнить, что мобилизацию объявили не от хорошей жизни. Мобилизацию объявили потому, что весь запас тех, кто хотел воевать по складу личности, кто хотел заработать на войне большие деньги, просто людей, склонных к авантюрному поведению, полностью выскребли в первые полгода. К 21 сентября 2022 года все, кто хотел на войну или был не против на этой войне оказаться, уже на ней оказались. Про мобилизованных можно там попробовать говорить, что они поступили там, не знаю, как-то безответственно, не знаю, испугались повестки больше, чем смерти, недооценили угрозу, может, даже сглупили. Но совершенно точно одно – воевать они не хотят. Потому что если бы хотели, то давно бы воевали. Судя по всему, в типичном случае мы имеем дело с людьми, которые были совершенно убеждены, что речь идет о поездке в пионерлагерь для взрослых. Что сейчас они потусят с мужиками вдали от жен, постреляют из настоящего оружия, в худшем случае поедут сторожить склад с соляркой куда-нибудь в Белгородскую область. А через месяц, два, три вернутся домой с деньгами и льготами. Путин, конечно, ничего такого напрямую не говорил.
Но если мы посмотрим его выступление с объявлением мобилизации, то можно сделать именно такой вывод. Надо собрать 300 тысяч каких-нибудь завхозов и водителей, которые ничего опаснее, чем чистка картошки, делать не будут. Не следовало из слов Путина ничего похожего на то, что сотни тысяч российских граждан будут отправлены прямиком под удары химарсов. Точнее так, мы-то с вами понимали, что именно это и собираются сделать, и предупреждали активно. И я надеюсь, что никто из моей аудитории не попал под мобилизацию. Но представьте обычного россиянина, политических ютубов до этого не смотревшего, последний раз видевшего танк еще во время путча ГКЧП. С чего он мог решить, что его, 50-летнего слесаря с простатитом, гипертонией, 2 детьми и 3 разводами, государство всерьез рассматривает как действующего солдата? Что его прямо сейчас засунут в танк и отправят в бой? Подумайте над этим. Ведь на самом деле не так уж просто в это поверить. Поверить в то, что государство настолько сошло с ума. Ну представьте себе, что вас мобилизуют в конструкторское бюро, например, разрабатывать ракеты, на том основании, что 30 лет назад в 7 классе у вас была 5 по геометрии. Вы бы в это никогда в жизни не поверили. И очень долго и трудно осознавали бы, что это не шутка. Так что не надо думать, что люди, выключенные государством из политики на десятилетия, какие-то несмышленыши. Что они не понимают простого факта. Месяц обучения или неделя, советский горшок из жести на голове или современный шлем, ржавый автомат или новый – это все меняет твои шансы на выживание в совершенно гомеопатических масштабах. Если ты попал на фронт, то твоя жизнь становится статистической единицей. Снаряду или ракете абсолютно плевать, во что ты одет, чем вооружен и какое прошел обучение. А вот Морозу, однако, совершенно не плевать, во что ты одет. И поэтому, когда ты видишь, что еще и одеться не во что, то понимаешь, что можешь и замерзнуть насмерть, без всякого снаряда. Когда приходит это все сознание, люди начинают понимать, что лучший бронежилет – это уехать с учебного полигона домой. Но прямой политический протест, прямые антивоенные и антипутинские высказывания – это прямая же опасность. Это получить на свою голову Росгвардию с дубинками и исследователей со сроками до 15 лет лишения свободы. А люди эти, напомню, в военной части или родственники их военной части, они не в Вильнюсе и не в Грузии, и не в Израиле, и не в Лондоне. Они в военной части. А вот если протест не против войны как таковой, а против отсутствия обучения и обмундирования, то есть протест не против Путина, но против своих полковников на местах. А вот это очень рациональный способ достижения своих целей, избежав тяжелых последствий. И мы видим, до какой степени он работает. Мы видим, что государство старается максимально избегать скандалов. Ведь одно дело задерживать и избивать оппозиционеров, врагов народа, иностранных агентов, которые протестуют против священных целей специальной военной операции. И совсем другое – расправляться с солдатами и их близкими. С ярыми защитниками Отечества, которых подлые и коррумпированные начальники лишают шанса на выживание. Пригнать ОМОН против солдат в защиту полковника, снабжающего их гнилыми сапогами, это очень плохая затея сразу с разных сторон. Протестующие могут не до конца отдавать себе в этом отчет. Они наверняка не разрисовывали досочку, планируя самый лучший протест. Но по факту они на деле избирают прекрасную тактику, очень хорошую. Наша задача, раз уж мы считаем себя людьми, которые что-то понимают в российской политической реальности, создать для тех, кто пришел в нашу среду из-за большой беды, режим максимальной поддержки, одобрения и сочувствия. Нет ничего хуже, чем если человек, выброшенный из пузыря государственной пропаганды, попадает в среду, которая его ненавидит и норовит унизить, за его счет самоутвердиться. Протестуешь не так, не там, не по тому поводу. Где ты был 20 лет, собака сутулая? Что ты делал, когда нас на митингах били? Понятно же, что люди просто уйдут обратно, туда, откуда пришли, если мы так будем с ними разговаривать. Сейчас на политический рынок выходят миллионы новых потребителей. Они хотят ответов, хотят поддержки, хотят увидеть людей, которые с ними солидарны. Хотят понять, что они не одни, что они не маргиналы. Это самое важное. Самое важное знать, что ты не один. Ты не изгой, не отщепенец. На твоей стороне много нормальных людей. Те политические силы, которые смогут с этой волной что-то сделать,
Объяснить людям, что на их стороне правда, что происходящее действительно ненормально. Те, кто смогут постепенно, без руганий и унижений, конвертировать этот протест в политический запрос, они не только приблизят ту Россию будущего, которую мы все ждем, но станут в ней значимой политической силой. Важно объяснить людям, все, что с вами происходит, не ошибка, не отдельные нарушения на местах. Ваших близких хотят бросить в ледяной окоп без зимней одежды потому, что один конкретный человек решил поднять себе рейтинг. Того, кто это скажет, будут слушать не только сегодня, но и завтра. Кто сможет сказать, вместо закупки ваших бронежилетов построили дворцы, а бронежилеты вам теперь понадобились только для того, чтобы эти дворцы сохранить, тот будет лидером. Да, этих новых людей в политику привела большая беда. Самые практические вопросы личного выживания. Но работа политика в том и заключается, чтобы практические вопросы конвертировать в ценности и политический запрос. Вы и ваши близкие умирают из-за Путина, и пока тот у власти, не перестанут умирать, этот риск останется. Вы все для него расходный материал. Нет варианта спасти и Путина, и вашего мужа, сына, родственника или вас самих. Вот что мы должны говорить. От всех независимых сил России сейчас требуется терпимость и готовность работать с совершенно иной аудиторией. Аудитория, которая смотрела Соловьева еще вчера, а сегодня уже не может. Если у нас это получится, то конец происходящего ужаса мы увидим гораздо быстрее. Поэтому давайте вместе попробуем. Вступите в подобные дискуссии, если их увидите. Осадите активистов, которые издеваются над недавно пришедшими людьми. Помогите людям сориентироваться, организоваться. Станьте для них навигатором, помощником и понимающим собеседником. И внимательно следите, чтобы политики, которых вы поддерживаете, делали так же. Объясняйте им необходимость такого поведения. Рассвет пока еще не виден, но уже потихоньку начинает выглядывать из-за горизонта. Давайте уж как минимум его не отталкивать. До завтра.